Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у нас подписываемся на все мои каналы, чтобы следить за новыми видео мастер-классами. Сегодня разбор узора очень интересного и в то же время очень старого узора. Но все новое — это хорошо забытое старое. Вот этот паучок, такой большой, классический, интересный, он очень часто встречается на шалях, и мне часто пишут, просят его повторить. Этот узор у меня уже как-то был. И сегодня я решила из ярких таких ниточек, чтобы уже точно все было хорошо видно, толстым крючком, решила еще разочек связать этот узор. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите в комментарии, и будем дальше вязать вместе. Сегодня будем вязать шаль по схеме. Схема достаточно простая, паучки, но она обычно всем нравится. Я хочу связать из красной пряжи большим крючком, чтобы было это более видно и наглядно. На самом деле лучше всего вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Лучше всего пряжу выбирать 400 метров 100 грамм. Это такая. Еще 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это такая универсальная толщина, которая подходит и красиво смотрится в шале. Поэтому я взяла для образца совсем другую, толстую пряжу, чтобы было видно, что мы вяжем. Вот. А по факту 3 вяжем в кольцо, 4 и 5. 5 столбиков с одним накидом, 7 воздушных петель. Теперь 3 воздушные петельки взяли, 1, 2, 3, и столбик с 2 накидами. То есть у нас первоначально будет 7 воздушных петель подъема, а заканчивать мы всегда будем вот так вот. 3 воздушные петли и столбик с 2 накидами. Это мы с вами провязали с самого такого вот начала. Опять 7 воздушных петель и 5 столбиков, 3 воздушные петли, 5 столбиков. То есть смотрите, у нас все время будет сопровождать вот эти 5 столбиков в самом начале. Основной такой узор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Развернули вязание, и вот в это окошечко в самом начале, в самом конце по 5 столбиков с одним накидом провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Опять вяжем в окошечко 5 столбиков. Вот они у нас есть, 5 столбиков. И 3 столбика и столбик с 2 накидами. 3 воздушные петли и столбик с 2 накидами. То есть такое стандартное начало, для того, чтобы было где разгуляться нам с узором. 2, 3, 4, 5. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот в эти 3 воздушные петельки мы всегда будем вязать 5 столбиков на обороте. Столбик с 2 накидами. Вот. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Как мы с вами разговаривали, разворачиваем вязание, и в эти 3 воздушные петельки вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И тут уже начинается узор. Смотрите, мы будем вязать вот такой ромбик. 4 воздушные петли и по центру столбик с накидом. 4 воздушные петли и боковая группа у нас. Боковая группа, то, что мы сейчас с вами и вязали, и вяжем. Это вот эти столбики начальные 5. Начальные воздушные петли и 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И в арочку из 3 лучше всего прям воздушную петельку центральную провязать. Тогда будет аккуратнее выглядеть. Еще 4. 1, 2, 3, 4. Довязываем 5 столбиков. 3 воздушные петли, столбик с 2 накидами. И поворачиваем и вяжем вот такие вот 7 воздушных петель и
боковую группу. Повернули вязание, провязали наши 5 столбиков воздушной петли. Идем дальше. Узор. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель и 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вернее, столбики там без накида. Я тут прошу прощения. 1, 2, 3, 6. Вокруг столбика вот этого. 1, 2, 3. И с обратной стороны, с другой стороны. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И опять 5 столбиков. 3 воздушные петли. Наша боковая группа и столбик с двумя накидами. Провязали. Закончили вязание. Развернулись. Опять боковую группу связали. Теперь 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И добавляем в нашем центре. У нас было 6 столбиков. Добавляем 2. С одной стороны 1, 2. Провязываем те, которые у нас есть. 6 штук в центре. Еще 2 столбика без накида провязываем. Вот. И точно так же 8 воздушных петель, боковая группа. И теперь получается, смотрите, абсолютно повтор. Вот мы с вами провязали по 5 столбиков, вот наша основа. Боковую группу провязали. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И между группой из 5 столбиков по центру вяжем столбик с одним накидом. Основу нашего паучка. Паучок у нас вот такой, не очень такой вытянутый, ну какой есть. Имеет место быть, да? 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Это мы вот с вами вяжем новый ромбик. 4 воздушные, столбик, 4 воздушные, 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и завершающий столбик нашего вот этого узора. Так, значит, 5 столбиков. 1 по центру, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных. И по центру, а центр у нас 1, 2, 3. 1, 2, 3 между столбиками. Столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 5 столбиков. То есть мы с вами завершили паучка. Три, 4, 5. Вот как выглядит в центре. Такой большой паучок. Этот узор всегда в моде. Я очень-очень как-то давно его вязала. И много просьб повторить этот узор. Вот мы его с вами повторяем. Даже есть хорошая схема. Очень просто вяжется. И повтор. То есть мы с вами связали, завершили нашего паучка. А в самом начале и в самом конце мы будем его начинать. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Столбик с одним накидом по центру из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. И завершаем вязание и начинаем. То есть провязали мы вот ряд самого первого паучка, вяжем второй ряд. То есть опять 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 6 воздушных петель, 6 столбиков, 6 воздушных петель и
завершающие наши 5 столбиков, 3 воздушные, 5 столбиков. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Там, где у нас был один столбик, мы с вами вяжем 1, 2, 3. И за столбиком еще 3. 1, 2, 3. То есть в самом начале и в самом конце мы начинаем вязать паучок. По центру мы его заканчиваем. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И за группой из 5 столбиков, вот в это место, вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И еще 5 столбиков. То есть у нас с вами завершающий ромбик по центру. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Получается. Вот такой вот завершающий ромбик у нас получается по центру. А в начале и в конце идет развитие нашего паучка. Довязываем точно так же вторую половинку, как мы вязали первую. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков без накида. Очень хорошее расширение у шали. Кто любит широкие прям такие вот шали, прям это хорошая идея. Провязали боковую группу. 8 воздушных петель. Помните, да, мы добавляем 2 столбика с одной стороны без накида в наш узор. Провязываем 6 столбиков, которые у нас уже есть. И добавляем 2 столбика еще, которые у нас добавочные. 8 воздушных. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8. И по центру, завершая наш ромб, провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Вот, то есть мы с вами связали еще один цикл паучка. Еще один цикл. То есть помните, вот в первом паучке, как только мы провязали 8, в следующем ряду, там где будет 6, и вот здесь 6, мы начинаем вязание нового паучка. 5 столбиков, 3 воздушные петли, 5 столбиков. А здесь идет уменьшение. То есть вот она у нас схема какая. Мы с вами сейчас провязали вот 8. В следующем ряду 5 столбиков, 3 воздушные петли, 5 столбиков. 6 воздушных петель, 6 столбиков. 6 воздушных петель. И вот здесь вот точно так же в центре, как и в начале, мы вяжем 5, 3, 5. Опять 6, 6, 6. 5, 3, 5. И начинаем новый паучок. В одном месте, во втором, третьем, четвертом и в пятом уже. Вот. Вязание очень лаконичное, просто вяжется. То есть мы считаем 1, 2, 3, 4, 5. На 6-м узоре начинаем вязание новый. И опять у нас идет 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем новый. Очень все просто. И по паучкам тоже просто. Столбик, 6, 8, 6, столбик. Все. Только началось уменьшение, начинается вязание нового. Вот такая идейка. Шаль очень-очень древняя, но она актуальная, потому что это всегда классика такая. Всегда интересно связать вот таких паучков, которые очень просто вяжутся. Надеюсь, видео будет полезным. Старое всегда интересно вспоминать. Новых узоров у нас тоже немало. Лучше всего шаль получается из тонкого мохера или тонкой кит-мохера, ангорки. Красивая, пушистая. Вот. Предлагаю посмотреть, попробовать. Так же, как я, взяли любые ниточки и связали образец. Посмотрели, нравится вам этот узор или нет. И уже тогда
берем, покупаем пряжу, которую вам хочется, и вяжем большое изделие. А на пробу всегда можно попробовать из любых остаточков, чтобы уже точно знать. Вот такая вот шаль, вот такой вот разбор узора шали. Широкая, красивая, классическим узором. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. И до новых встреч!